Друзья, всем привет, с вами Орекс и канал StableDiff. Тема сегодняшнего видео у нас модели FP8 GAGOOF NF4. Сегодня вы сможете посмотреть сравнительный анализ по скоростям на эти модели, также потребление видеопамяти, подобрать себе нужную модель, которая пригодна для вашей видеокарты. Также вы узнаете, как можно подключить LoRa на Forge, на Conf.ui, на любую из вот этих вот моделей. Также мы поговорим о том, какие есть возможности с подключением ControlNet и IP-адаптера для моделей Flux. В конце этого видео мы разберем универсальную схему для Conf.ui, в которой будет возможность выбора типа модели, GAGOOF и FP8. Также подключить и отключить LoRa, подключить ControlNet и подключить IP-адаптер. Эту схему можно будет скачать на Bootty, но познакомиться с ней можно будет в этом видео. Также я вам напоминаю про свои курсы по Automatic 4 единицы Forge и Conf.ui, которые вы можете найти на сайте stablediff.ru, ссылка будет в описании под этим видео, обязательно переходите, я вас всех жду на курсе. Также, купив любой мой курс с поддержкой, у вас будет доступ к моим стримам, которые проходят каждую среду в 19:00. На этих стримах мы разбираем вопросы, которые у вас накопились в течение последней недели, а также разбираем новинки, которые появились в течение последней недели. Всех вас жду на курсе, обязательно переходите, буду всем вам рад. А теперь давайте продолжать. Давайте для начала посмотрим сравнительный анализ по скоростям и потреблению видеопамяти на Forge, на Conf.ui, FP8, NF4, GAGOOF. Смотрите, FP8 потребляет у нас 18,6 гигабайт видеопамяти на Forge и скорость генерации 1,5 итераций в секунду. NF4 имеет скорость генерации 1,6 итераций в секунду. Это, кстати, модель NF версии 2. Она немножко побыстрее работает, и разработчик советует устанавливать именно ее, вторую версию. И потребление видеопамяти у нее 14 гигабайт. Но также есть еще модели GAGOOF. Это вообще кодировка предназначена для LLM моделей, то есть лингвистических моделей. Но, тем не менее, вот ее приспособили тоже для генеративных моделей. Скорость генерации на такой модели 1,4 итерации в секунду. Она на самом деле самая медленная. Но вот потребление видеопамяти у нее всего лишь 13 гигабайт видеопамяти. Для тех, у кого 12 гигабайт видеопамяти, вы точно почувствуете разницу по скорости генерации относительно модели FP8, если будете использовать GAGOOF. Дело в том, что 13 гигабайт видеопамяти относительно почти 19 гигабайт потребления видеопамяти — это существенно. И по скорости у вас будет существенный прирост, несмотря на то, что эта модель реально медленнее. На Conf.ui скорости генерации практически такие же. Вот единственная GAGOOF модель немножко помедленнее здесь работает. 1,1 итерация в секунду всего лишь она выдает против 1,4 на Forge. А по поводу потребления видеопамяти здесь немножко все лучше. Смотрите, первые генерации, которые вы запустите, они будут с большим потреблением видеопамяти, с таким же, как на Forge. Но вот повторные генерации уже будут при одном и том же промпте, то есть если вы его менять не будете, уже с меньшим потреблением видеопамяти. И скорость генерации у вас повысится, особенно если вам не хватает видеопамяти. Дело в том, что на Conf.ui можно отключать, то есть выбрасывать лингвистическую модель, если она уже сгенерировала промпт, то есть у вас схема дошла до определенного участка, и уже повторные генерации будут с выгруженной лингвистической моделью, поэтому скорость генерации у вас будет выше, если у вас меньше видеопамяти. Также в следующем ролике я вам покажу, как можно еще повысить на Conf.ui скорость генерации, особенно на модели FP8. Там существенный прирост, можно до 2,5 итераций в секунду повышать, но это будет в следующем ролике, так что я его тоже скоро выпущу. Давайте начнем с Forge, посмотрим, как здесь можно подключать вот эти вот разные модели, и начнем с модели Dev. Смотрите, бывает модель Dev, бывает модель Channel. Dev — это полноценная модель Flux, которая есть в бесплатном варианте, бывает еще Pro, это на платных каких-то площадках, возможно ее попробовать использовать. Но вот модель Channel, которая тоже бывает, это модель уже для быстрой генерации, так называемая турбо-модель, которая генерирует на 4 шагах. Модель Dev генерирует на 20 шагах и выше. Чтобы выбрать модель Dev, просто ее вот здесь выбираем, Dev FP8. Соответственно, сначала эту модель нужно будет скачать и поместить в папку Models Checkpoints. Скачать ее можно будет по ссылке в описании под этим видео. Выбираем эту модель, и все, здесь нам больше делать ничего не нужно. Единственное, что здесь нужно выбрать, это Automatic или Automatic FP16 LoRa, если мы будем использовать LoRa. Также есть еще вариант подключения не вот такой вот полноценной модели Dev, который в себе содержит клип L и также еще T5 и UNET модель. А можно подключить просто UNET модель. Соответственно, UNET модель нужно будет поместить тоже в папку Models Checkpoint и отсюда ее выбрать. Сюда я кинул ее символической ссылкой из модели Diffusion Models из Conf.ui. Вот
такая вот модель Flux Dev FP8. Она в себе содержит исключительно только UNet модель. И если вы выберете именно вот такую вот UNet модель, она весит, соответственно, меньше, потому что в ней нет ни клипа, ни T5. Это тоже весомая модель T5. То в этом случае мы переходим сюда вот в VAE. Здесь выбираем в первую очередь VAE, AE Safe Tensor, это VAE. Но также мы здесь можем выбрать еще и клип модель, клип L, обязательно надо ее тоже выбрать, и модель T5. T5 можно тоже выбрать FP8 или даже FP16, то есть здесь у вас есть уже возможность выбора лингвистической модели T5, либо FP8, либо FP16, либо даже GGUF модель. Это тоже все будет работать вместе. Выбираем модель FP8, она вот сюда вот тоже добавляется, и в итоге у нас получается вот такая вот схема. То есть здесь у нас UNet модель подключена, здесь VAE, здесь клип и здесь T5. Нажимаем тоже Generate и тоже получаем также генерацию. По сути дела, такой вариант подключения ничем не отличается ни по потреблению видеопамяти, ни по скорости от полноценной модели FP8, поэтому особого смысла именно для Forge этого нету. Также я вам хочу напомнить про вот такую вот функцию. Если у вас периодически происходят вылеты, то есть вам не хватает где-то видеопамяти, понизьте немножко вот это значение, чтобы у вас для графического интерфейса оставалась видеопамять. Но давайте теперь познакомимся и с моделью GGUF. Пока мы выбрали вот эти вот все модели, давайте здесь теперь выберем модель GGUF. Она у меня тоже находится в Diffusion Models, я ее символической ссылкой вставил в Models Checkpoints, то есть, соответственно, в Forge у вас все должно быть в Models Checkpoints, в отличие от ConfUI. Я скачал вот такую вот модель DevQ4.0 GGUF. Выбираю эту модель, и все, здесь тоже нам больше выбирать ничего не нужно. Вот эти вот все T5 модели, они остаются. Соответственно, если вы вот так вот будете жонглировать моделями FP8 и GGUF, то вам, возможно, будет удобнее действительно выбрать модели UNet скачать, потому что они, естественно, весят меньше, чем полноценные модели с включенным клипом и T5. И если нажмем Generate, то, соответственно, у нас тоже произойдет генерация, загрузится модель GGUF и начнется генерация. Если мы захотим использовать модель NF4, то вот это вот уже все выбирать не нужно, это мы все выключаем. И вот здесь вот в списке находим модель NF4, вот такая вот модель NF4 версии 2. Желательно вот скачивать именно ее, и все, нажимаем Generate, больше нам здесь ничего уже выбирать не нужно. И вот такое вот изображение генерируется. В принципе, все вот эти вот модели, они по качеству примерно одинаковые, то есть какой-то разницы существенной ни у одной, ни у другой модели нету. Но есть существенная разница по потреблению видеопамяти. Еще раз напоминаю, FP8 потребляет 18,6 гигабайт видеопамяти. Если у вас 24 гига видеопамяти, то это вполне нормально. Но NF4 на Forge генерирует немножко быстрее, именно версии 2 быстрее. И потребляет она также еще меньше видеопамяти, 14 гигабайт. И также эта модель еще и быстрее загружается, потому что она весит тоже меньше. И GGUF — это самая малопотребляемая видеопамяти модель. И скорость генерации у нее тоже, к сожалению, самая низкая. Но при условии, что у вас мало видеопамяти, то вы прирост по скорости именно на GGUF почувствуете. По поводу вот этих вот настроек, которые здесь есть, достаточно выбрать просто пресет Flux, и вот эти вот настройки на автомате все выставляются. Также можно немножко поменять вот этот вот размер изображения. Я выбираю 1024 на 1024, по умолчанию здесь стоит немножко другое разрешение, но оно тоже нормально генерирует изображение, то есть каких-то проблем нету. Также если вы выберете модель Flux, в отличие от SDXL или 1.5, то здесь появляется вот такой вот параметр Distillated CFG Scale. А CFG Scale сам по себе будет равен всегда единице, иначе изображение будет сильно портиться. А вот сам параметр Distillated CFG Scale чем-то будет похож на параметр CFG Scale для SDXL или для модели SD 1.5. Distillated CFG Scale — это концентрация вашей подсказки на вашем основном ключе. То есть, если вы написали Woman, то, соответственно, этот основной ключ, основной вектор будет взаимодействовать с какими-то похожими словами, которые могут подходить по смыслу. И вот этот вот так называемый угол обзора, он будет существенно снижаться, если вы Distillated CFG Scale будете поднимать, и концентрация подсказки ваша будет выше. Поэтому изображение будет становиться более выраженным, более таким контрастным и немножко, возможно, даже пережженным где-то. Также, если мы захотим использовать LoRa, то вот здесь вот Diffusion in Low Bit, нам нужно обязательно выбрать Automatic FP16 LoRa. Если мы выберем просто Automatic, то в этом случае LoRa у нас работать не будет, поэтому выбираем вот именно вот это значение. Дальше переходим в раздел LoRa, находим здесь LoRa, которую вы скачали с сайта Civitai или еще откуда-то, и поместили в папку Models LoRa, вот сюда вот. Я помещаю эти LoRa вот в такие вот подпапки, чтобы их было проще находить и проще выбирать. Если в папке поместить LoRa, то здесь вот появляются вот такие вот вкладки, по нажатию на которые у нас, соответственно, отображаются только те LoRa, которые находятся вот в этой папке. Например, Flux, соответственно, у меня есть
LoRa Flux. Сейчас я хочу выбрать LoRa, ну погоди, поэтому я просто по ней вот так вот щелкаю, и она мне добавляется вот сюда вот в позитивный промпт, сюда вот в конец. Также нужно не забывать обязательно использовать контрольное слово. У меня слово это ну погоди, картон. То есть вот такое вот контрольное слово я использую, чтобы получить именно то изображение, на которое эта LoRa была обучена. И в итоге получается вот такое вот изображение волка из «Ну погоди». Теперь давайте поговорим о том, какие модели чекпоинтов можно использовать для генерации с лорами. В Forge можно использовать вообще любые модели, например, NF4 можно спокойно использовать, можно использовать модели GGUF и можно использовать модели FP8. Причем можно использовать как NF4 чекпоинты, также и полноценные чекпоинты, которые в себе содержат клип модель и T5 модель тоже. По поводу моделей Chnel. Мы эти модели можем тоже использовать для генерации с лорами, но, соответственно, лоры должны быть другие. Вот эти вот лоры, которые для dev модели, они не подойдут для генерации с моделями Chnel. То есть нужно скачать специальную лору, которая работает вот с таким вот типом моделей. После генерации изображения мы можем сделать InPaint, можем сделать Upscale. Давайте отправим это изображение в Image to Image вот сюда вот вместе с промптом, с подсказкой и попробуем сделать Upscale. Перейдем в самый низ, и если вы скачали мою сборку, то можно выбрать, например, Ultimate SD Upscale, также можете его сами поставить, если у вас не моя сборка. Выбрать здесь, например, Scale From и двукратный Upscale, например, выбрать здесь SIAX Upscaler, в моих сборках это Upscaler тоже есть. Также здесь выбираем размер плитки, например, 768 или 1024, и не забудьте понизить Denoising Strength, потому что по умолчанию 0.75 это очень много, например, 0.4, 0.45 вполне будет пригодно. Давайте нажмем Generate, посмотрим, что у нас получится. И вот такой Upscale на Flux Dev у нас получается. Давайте посмотрим его поближе. Вообще вот 100% так вот увеличим. Вот такое вот изображение. Это мультяшное изображение с тем же самым промптом проапскейлилось на вот этой вот модели Dev. Также можно делать Upscale на Chnel, но на самом деле на Chnel Upscale получается значительно хуже. Dev модели получше немножко апскейл. Давайте посмотрим на параметры, которые у нас получились при генерации. 15,5 гигабайт у меня израсходовалось, потому что апскейлер был плиточный, а не полнокадровый. Соответственно, если вы ругаетесь на то, что у вас апскейлер не работает, вы, например, выбираете вот здесь High Res Fix, включаете его, и у вас просто происходит вылет видеопамяти. Почему? Потому что это полнокадровый апскейлер. К тому же это не самый экономичный по видеопамяти апскейлер. Если вы хотите полнокадровый апскейлер, хотя бы перейдите в Image to Image и перейдите здесь в Resize By и выберите полуторакратный апскейл или двукратный апскейл, в зависимости от того, сколько у вас видеопамяти в наличии есть. Но я вам предлагаю выбирать именно плиточный апскейл. Он значительно быстрее и экономичнее по видеопамяти. По времени мне этот апскейл занял 1 минуту 15 секунд, на видеокарте 4090, 24 гигабайта видеопамяти. Соответственно, если у вас видеокарта послабее, то время у вас будет значительно дольше. Но апскейл получается хороший и вполне им можно пользоваться. Также можно менять стиль изображения. Можете здесь выбрать какой-нибудь фотореализм. Естественно, лору тогда отсюда нужно убрать. Фотореализм и как-то преобразовать это изображение в какой-то фотореализм. То есть это здесь тоже все можно делать. Также можно отсюда, например, перейти в InPaint. Вот сюда нажимаем, в InPaint это все отправляем. Давайте попробуем изменить электрогитару. В промпте пишем электрогитара, переходим вот сюда, вот раскрываем в полный экран. Это аккуратно все выделяем, лучше пальцы вообще здесь не трогать. Закрываем это, после этого выставляем вот такие вот настройки. Original, InPaint Masked. Все вот эти настройки те же самые, оставляем 0.75 Denoising Strength, подойдет, нажимаем Generate, в итоге мы получаем уже вот такую другую электрогитару. Струнки здесь получаются совершенно ровненькие и гитара более такая детальная. Соответственно, здесь можно поменять цвет гитары, стиль гитары, ну, в общем-то, что угодно можно сделать, там прическу можно поменять. Но с моделью Flux здесь работает это все более аккуратно, так же, как это все и генерируется. То есть генерируются слаженные изображения, соответственно, такие же слаженные изображения у нас получается после работы InPaint. Ну и теперь давайте поговорим по поводу ControlNet и IP-адаптера. Перейдем в Text to Image, найдем здесь ControlNet IP-адаптер, он находится у нас вот здесь вот. И на данный момент именно в Forge ни один из вот этих вот ControlNet не работает, и IP-адаптер тоже не работает. Но на самом деле модели ControlNet уже есть, и есть там и Union модели универсальные, но вот здесь они пока не поддерживаются. Я лазил по форуму Forge, и там я увидел вот такую вот запись, то есть там кто-то ответил, что вот где-то примерно в октябре появится как раз-таки поддержка ControlNet. Дело в том, что на самом деле пока ControlNet, которые работают с Flux, они работают не очень качественно. Теперь давайте перейдем к Conf.ui, я вам покажу схему, которая поддерживает модели GGUF, модели FP8, и также LoRa поддерживает, и поддерживает ControlNet, IP-адаптер и также InPaint. Это такая будет универсальная схема, вы скачать ее можете на Boosty.
Запускаем Conf.ui. Я вам сейчас не буду показывать, как устанавливается Conf.ui. Дело в том, что в любом из предыдущих видео, которые посвящены Conf.ui, там есть процесс установки. И там есть полная инструкция, как установить Conf.ui. Он устанавливается очень просто и однотипно, поэтому смысла показывать каждый раз одно и то же нету. А после установки Conf.ui у вас, соответственно, появится возможность загрузить вот эту вот схему. Вы скачиваете вот такую вот схему, которая называется Flux All-in-One JSON, и закидываете ее вот так вот в рабочее пространство Conf.ui. Отпускаем, и у вас наверняка будут какие-то красные узлы, это точно совершенно. Поэтому нажимаем вот здесь вот менеджер и переходим в Install Missing Custom Node. После этого у вас здесь будет список узлов, которые необходимо установить, и просто щелкаете и устанавливаете все вот эти вот узлы, или нажимаете на вот этот вот квадратик, выделяете прям все узлы сразу, нажимаете здесь Install. После этого у вас появится кнопка Restart, вы нажимаете перезагрузить, и после этого у вас уже в интерфейсе должно быть все нормально, вот эти вот узлы должны быть нормального цвета. И давайте посмотрим на вот эту вот схему, что здесь у нас есть. В левой части у нас есть загрузка UNet моделей. Здесь у нас загружается модель FP8, загружается модель NGGoof и загружается модель Channel на 6 шагов. Смотрите, здесь я использую модель Flux WoW3 Q4KS.ggoof. Вот ссылку на вот эту модель я вам дам в описании под этим видео. Это качественная модель Channel, которая немножко смешана с моделью Dev, и она выдает такие немножко получше изображения, чем обычная модель Channel. Смотрите, здесь у нас есть вот такой вот пульт, как всегда, то есть мы можем выбрать, например, FP8, можем выбрать NGGoof, видите, на автомате все отключается, выбирается только NGGoof. Нажимаем по Channel, выбирается Channel, остальное все отключается. Давайте начнем с FP8, выбираем FP8, у нас выбирается модель FP8, и дальше у нас здесь подключается клип модели и T5 модели. Давайте я вам покажу, куда модели T5 и модели вот эти вот FP8 нужно будет поместить. Также и NGGoof тоже, и Channel, соответственно, тоже туда же. Открываем корневую папку Conf.ui, заходим в папку Conf.ui, заходим в папку Models. Здесь лежат все наши модели. Нам здесь нужно найти папку Diffusion Models. У вас эта папка, возможно, называется UNet. Но дело в том, что после последних обновлений эта папка официально должна теперь называться Diffusion Models. Это было написано в очередном обновлении Conf.ui, просто я прочитал, но те, кто у меня на курсе, это уже давно знают, но тоже, чтобы вы тоже знали, потому что через какое-то время вы можете это открыть, а у вас что-то не работает. Заходим вот в эту папку и сюда помещаем как раз таки все наши UNet модели. Видите, здесь у меня есть модель FP8, есть модель Q4 NGGoof и есть модель Channel, ну и так далее. То есть это именно неполноценные модели, вот она, кстати, и WoW модель, это неполноценные модели, которые в себе не содержат клип и не содержат модель T5. Дело в том, что мы можем, конечно же, использовать, наверное, модель и полноценные, но смысла никакого нет, потому что они весят намного больше. Вот, например, модель NGGoof, она весит 6,6 гигабайт, WoW, соответственно, тоже весит 6,6 гигабайт, модель Dev Q4 весит тоже 6,6, а вот модель FP8 весит уже 11,6 гигабайт. Это существенно больше. Также бывают UNet модели и NF4, но здесь в моей схеме этой модели нет. Я вам сейчас объясню, по какой причине ее нет. Давайте я вам сначала покажу, где еще находятся модели Clip. Переходим опять же в папку Models, заходим в папку Clip и вот сюда вот помещаем модели Clip. Здесь я для себя сделал отдельную папку Flux, чтобы не перепутать ее с другими моделями, потому что есть еще SD3 там модели. Заходим в Flux, и здесь у меня лежат модели Clip L, и лежат модели T5 FP8, T5 FP16. Дело в том, что в принципе модель FP8 вполне ее достаточно. Можно также скачать еще модель Q4 NGGoof, тоже T5 такая существует, она весит еще меньше в 2 раза, и соответственно тоже будет экономить вашу видеопамять, и по скорости загрузки тоже это будет происходить все быстрее. Поэтому я тоже скину на вот эту вот модель ссылку на Boosty, так что вы можете ее тоже скачать и поместить в эту папку, можете использовать ее. Теперь закрываем эту папку, нам она больше не нужна, в принципе больше туда ничего помещать не нужно. В принципе только вот эти вот папки вам будут нужны, Diffusion Models и Clip. Вот сюда вот нужно будет поместить эти модели. Давайте теперь поговорим, почему здесь нет модели NF4. Смотрите, дело в том, что модель NF4 она не поддерживается лорами, то есть вы не сможете использовать лоры совместно вот с этой моделью. Вот здесь видите, у меня подключается лора, я ее могу забайпасить, могу ее включить, и, соответственно, и NGGoof будет работать с этой лорой, и будет работать модель FP8 тоже с этой лорой, но NF4 с ней работать не будет.
И, соответственно, из-за того, что вот этой поддержки нету, я сюда ее просто не добавил. Но на самом деле эта модель NF4 добавляется абсолютно так же. Вы просто вот так же дважды щелкаете, набираете здесь NF4, и вам предлагается установить вот такой вот лоудер. Нажимаем по нему, у нас он добавляется, и мы добавляем его просто вот сюда вот так вот уже 4-й позицией. Единственное, только нужно будет еще поместить вот этот вот узел вот в такую вот группу. Правой клавишей нажимаем в пустом месте и выбираем здесь Add Group и переименовываем эту группу. Например, вот так правой клавишей нажимаем, выбираем Edit Group, выбираем Tile и здесь пишем тире и, например, NF4. Если в названии группы ставим тире, то эта группа попадает в фильтр вот этого вот пульта, и она здесь тоже будет отображаться. Соответственно, мы можем тогда уже делать вот так вот и выбирать вот эту вот модель. Но модель здесь у меня NF4, она опять же не просто диффьюзер, а полноценная модель, поэтому смысла вот так вот делать нету. Она просто будет расходовать больше видеопамяти, поэтому я сюда ее просто не добавил, и поэтому сейчас я ее просто удаляю отсюда. Оставляю FP8. И давайте дальше посмотрим на эту схему. Здесь у нас есть переводчик подсказки, пишем подсказку на любом языке, на русском, на английском. Хотите микс, прям делайте часть на русском, часть на английском, можно и так делать. Дальше выбираем какой-то стиль, можно его выбирать, можно не выбирать. Здесь есть предпросмотр, можно так навести и посмотреть некоторые стили. А здесь у нас есть вариант вот таких вот стилей, там GTA тоже, или еще какие-то различные, очень много различных стилей. То есть можете здесь выбирать стили, можете здесь. Это все равнозначно будет. Дальше у нас есть вот такой вот узел, в котором мы можем выбрать размер изображения. Шаг вот этого вот узла 64 пикселя и максимальный размер 1408. Минимальный размер, соответственно, 0, но 0, конечно, выбирать не нужно. И вы, соответственно, можете вот так вот выбрать вытянутое изображение или вертикальное, то есть как вам нравится, можете выбрать 1024, по умолчанию стоит именно так. Дальше у нас подсказка проходит через специальный узел, который называется Multiply Attention, и немножко она улучшает качество изображения. Дальше у нас это все подается в генерацию. Вот эта вот группа предназначена для генерации. Здесь у нас обычный K-сэмплер, вот с такими вот настройками, как и в Forge. То есть CFG у нас равен единице, и количество шагов 20 по умолчанию. Это для модели Dev. Если вы будете использовать модель Chnel, щелкаем вот здесь в пульте, выбираем модель Chnel, то в этом случае вам нужно вот здесь вот выбрать 6 шагов генерации. Это будет оптимально для вот этой вот модели. Но сейчас давайте оставим FP8 и попробуем что-нибудь сгенерировать на ней. Нажимаем Generate. И вот у нас сгенерировалось изображение, хорошее изображение у нас получилось. И в итоге у нас 20 шагов, да, 1024 на 1024 размер изображения. Сейчас я вам покажу свою консоль. И смотрите, здесь у меня сейчас скорость генерации 2 итерации в секунду, при условии, что у меня еще записывается этот стрим. Вообще реально у меня 2,3 итераций в секунду. Это существенно больше, чем у вас получится в обычном Conf.ui, который вы будете, скорее всего, использовать. Но в следующем видео я вам обязательно покажу, как можно ускорить вот так вот генерацию и получить скорость гораздо выше. Давайте теперь посмотрим, что у нас вот здесь есть в этом пульте. Это у нас тоже такой пульт, который может выбирать только одно значение. Давайте нажмем Ctrl-Net, и, соответственно, вот эта вот генерация у нас отключается, и у нас включается вот эта группа Ctrl-Net. Здесь у нас выбрана модель Depth. Также вы можете выбрать, конечно же, и другую модель. Ссылки на вот эти вот модели Ctrl-Net я вам приложу на Boosty. Вы можете их по ссылкам скачать. И давайте я вам покажу, куда эти модели нужно будет поместить. Открываем папку Conf.ui, заходим в папку Conf.ui, заходим в папку Models, опускаемся вот сюда вот в самый низ. И, соответственно, после установки необходимых узлов Xlabs, который называется, у вас появится вот здесь папка Xlabs. Если она вдруг не появилась, то вам, наверное, придется создать, но она вообще должна сама появиться. Заходим в эту папку. Здесь у нас есть еще несколько папок. Папка есть Ctrl-Net, и сюда вот помещаем модели Ctrl-Net. Я вам советую скачать модели Ctrl-Net версии 3, они получше, чем версии 2 и версии 1. Давайте вернемся обратно, и также здесь есть еще модели IP Adapters. И вот сюда вот нужно поместить модель IP Adapter. Но для того, чтобы IP Adapter работал, нужно перейти еще в папку Models, зайти в папку Clip Vision, и вот сюда вот нужно поместить модель Clip Vision для Flux. Ссылку на эту модель я вам тоже приложу, она называется Flux Clip Vision, нижнее подчеркивание L.SaveTensors. Нажимаем здесь кнопку Q или Generate, и вот такой вот результат у нас в итоге получается. Да, результат работы Ctrl-Net он не идеальный, но эти модели Ctrl-Net они дорабатываются, и скорее всего в ближайшее время появится нормальная модель Ctrl-Net для работы
с Flux. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть, какие модели вообще существуют. Раскроем вот этот вот список, и есть модель Kenya версии 3, есть модель Depth версии 3 и есть модель Head версии 3. И вот эти вот три модели я вам как раз таки советую скачать. Если вы выбираете модель Depth, то для этой модели вам нужен препроцессор с картой глубины. Вот здесь вот тогда выбираем модель препроцессора Midas, это карта глубины как раз таки, для того, чтобы вот эта вот модель Depth работала. Если вы выбираете модель Kenya, то вам нужно выбрать модель препроцессора тоже Kenya. Kenya Edge препроцессор, например, вот так вот. Если вы выбираете модель Head, то вам, соответственно, нужно и препроцессор там выбрать тоже Head. Давайте нажмем Generate и посмотрим, что у нас получится с моделью Kenya. И с моделью Kenya получается уже вот так вот, ну, немножко не очень хорошо. Но вот здесь я вам сделал заметочку. С моделью GGUF почему-то результаты получаются лучше. Поэтому выбирайте модель GGUF. Как раз таки у вас и видеопамять будет расходоваться поменьше. И скорость генерации, скорее всего, будет выше, потому что Control-Net тоже расходует видеопамять. Также давайте теперь перейдем к IP-адаптеру. Включаем IP-адаптер. Эта схема, соответственно, отключается. И у нас включается вот эта вот группа. Это группа уже IP-адаптера. Здесь у нас тоже используется другой сэмплер, как и в Control-Net. Видите, здесь сэмплер XLab используется специальный. И здесь тоже используется XLabs сэмплер. Схема немножко отличается от Control-Net, но тоже очень похожа. Давайте нажмем Generate, посмотрим, что у нас получится. В итоге у нас получилась вот такая вот генерация. Давайте посмотрим. В принципе, стиль действительно перенимается, и изображение, ну, приемлемого качества. Я бы не сказал, что оно такое же, как при просто простой генерации на флаксе, но тем не менее, это штука рабочая. То есть можно реально получить какой-то стиль по исходному изображению. Не на 100%, но какое-то сходство с этим стилем, да, можно получить. И еще обратите внимание на то, что нужно обязательно всегда перевыбирать модели. Я в каждом видео это говорю, и всегда находится кто-то, кто не выбирает модели. Смотрите, нажимаем и еще раз выбираем модель. Нажимаем и еще раз обязательно выбираем модель. Дело в том, что у вас могут быть свои пути, свои названия этих моделей, и у вас вот здесь отображается название, но реально эта модель не выбрана. Поэтому вот этот узел, он будет просто вот так выделен розовым цветом, розовым контуром. Это будет означать, что у вас просто модель здесь не выбрана. То же самое обязательно сделайте вот здесь вот. Обязательно зайдите, выберите эту модель необходимую, да, FP8, значит, здесь FP8. Если здесь GGUF, выберите GGUF модель. Также вот здесь вот есть тип весов. Если выбираете FP8, выставляете вот этот вот тип весов FP E4M3FM. Не нужно выставлять дефолт. Если поставите дефолт, скорее всего, у вас потребление видеопамяти сильно повысится. Ну и то же самое для модели Chnel. Ссылки на все эти модели, которые вот здесь в этой схеме используются, я обязательно приложу на Boosty. Также ниже будет подписан путь, куда эти модели нужно будет поместить. Так что читайте описание к этому видео на Boosty, и там будет полная инструкция, чтобы вам просто не пересматривать это видео 10 раз, не тратить свое время. Посмотрели, поместили все эти модели в нужные папки, скачали вот эту вот схему, закинули ее в Conf.ui, после этого нажали по менеджеру, нажали здесь Install Missing Custom Node, установили необходимые узлы, которые вам нужны, перезагрузили в интерфейс, и все у вас должно, по идее, работать. Если вам нужна очень модель NF4, то в этом случае вы можете вот таким вот образом ее сюда подключить. Если вы ее так подключаете, можете тогда вот эти узлы забайпасить, то есть нажать вот так вот Ctrl-B на клавиатуре, на английской раскладке, соответственно. Вы тем самым на них накладываете байпас, и после этого из узла NF4 просто протягиваете взамен вот этих вот связей, уже другие связи из узла NF4. То есть это очень легко сделать. То есть отсюда вот сюда протягиваете, вот сюда вот протягиваете, а также Y протягиваете вот сюда вот. И после того, как вы все правильно сделаете, вот эти вот два узла, они останутся просто без связи. Если вот эти связи у них потерялись, то есть эти просто как бы узлы отдельно висят, то в этом случае NF4 модель просто заменила все вот эти связи, у вас значит все правильно, 100%. И по поводу, кстати, еще лоры. Чтобы эту лору включить, просто нажимаем Ctrl-B, включаем эту лору и, соответственно, здесь уже выбираем нужную вам лору. Вот этот вот узел, это Python's Go. Если по каким-то причинам этот узел у вас с чем-то конфликтует, у вас может быть очень много различных узлов, а если у вас конфиг уже давно стоит, и вот этот узел бывает, что он не ставится, он с какими-то узлами конфликтует. В этом случае вы можете просто поставить любой узел load lora, то есть дважды вот так вот щелкаете, пишите load lora, например, config core, core это значит основные узлы Conf.ui, просто выбираете и в этом случае просто переподключаете вот так вот это все вместо вот этого узла, и все, у вас также все будет работать. Просто вот в этом узле Python's Go здесь есть, видите, папки, то есть, соответственно, если вы лора кидаете вот как я по папкам, то вам достаточно удобно здесь будет это все выбирать. Если вы поставите просто обычный узел lora load, то здесь просто все единым списком, но также здесь есть строка поиска, вы можете первую букву ввести, если знаете название этой
Explorer, и также тоже быстро найдете. Не стоит просто себе голову ломать, если у вас вот никак не получается этот узел поставить, а просто заменить его и все, и у вас также все будет работать. На этом, в общем-то, все. Я вас хочу еще раз пригласить на мои курсы по Automatic Forge или Conf.ui. В Conf.ui у меня есть портативная сборка Conf.ui с установленными узлами, где вот эти вот основные такие узлы уже все установлены. Соответственно, с ней проблем никаких не будет. Там вы просто все распаковываете, и у вас все работает из коробки. Также мои портативные сборки на курсе, там есть уже определенный набор различных схем, ну и, соответственно, в курсе есть интересные схемы, там все это разбирается, очень все подробно. Основные схемы InPaint, OutPaint, а также работа с подсказками, работа с латентными изображениями, коллажирование, ну, в общем-то, много всего интересного. Если вы выберете курс по автоматику или Conf.ui с моей поддержкой, то у вас будут еще доступны стримы. Это еженедельные стримы, которые проходят по средам в 19:00. Там мы разбираем то, что вам непонятно, то, что у вас накопилось за неделю, а также новинки, которые вышли. Мы примерно расходуем время 50 на 50, но в последнее время даже больше разбираем новинки. Ну а на этом, друзья, спасибо за просмотр, спасибо, что меня смотрите. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Если вам нужны ссылки и вот эта схема, то переходите ко мне на Boosty, там это все есть и все очень систематизировано. Если вам интересны курсы, то переходите на сайт stablediv.ru, ссылка будет в описании под этим видео. Всех буду ждать на любом своем ресурсе. Спасибо за просмотр, всем удачи, хорошей генерации, всем пока.